Для тех, кто не любит использовать коммерческие дрожжи для выпечки по какой-либо причине, сегодня предлагаю приготовить сдобную молочную плетенку на закваске с корицей. Эта плетенка получается очень ароматная, мягкая и презентабельная. Эта плетенка особенно хороша в теплом виде, так как корица максимально раскрывается именно в тепле. Все ингредиенты для этой сдобы вы сейчас увидите на экране, и они также есть всегда в описании под видео, и давайте готовить. Для этого рецепта нам понадобится пшеничная закваска 100% влажности на пике. На пике это значит, что вы ее покормили, подождали, закваска поднялась минимум в 2-3 раза, стала пузырчатая и воздушная. Температура на кухне у меня сейчас примерно 23 градуса по Цельсию или 73 по Фаренгейту, и я вам также показываю температуры молока. Температура молока примерно 32 градуса по Цельсию или 90 по Фаренгейту. Объем теста на эту булку получается достаточно большой, поэтому берем крупную чашку, ставим ее на весы и вливаем молоко. Молока здесь понадобится 350 мл, температуру я показала. И сюда же добавляем 150 грамм пшеничной закваски на пике. Закваска пшеничная на пике и не только пшеничная, любая закваска на пике всегда будет плавать над поверхностью жидкости, возвышаясь как бы над уровнем этой жидкости. Плавает она вот таким облаком, выглядит воздушной и ароматно пахнет. И перемешиваем нашу закваску с молоком до полного растворения закваски. Чем лучше мы перемешаем, тем лучше распределятся дрожжи по молоку и по тесту. И да, в закваске у нас тоже есть дрожжи, только немного другие. Это натуральные дикие дрожжи. Сюда же теперь в общую массу я добавляю муку. Муки понадобится 500 грамм. Я использую обычную белую муку общего назначения. В моей муке белка 11,7%, но это тесто плотное и в принципе здесь высокий белок не нужен. Если в вашей муке белок ниже, такая мука тоже подойдет. Выше брать не нужно, а вот ниже можно. Все замешиваем тесто до полного увлажнения муки, буквально смешиваю немножко вилкой и потом перехожу на вымешивание руками. На данный момент тесто выглядит немного комковато, оно уже не прилипает сильно к рукам, но легко рвется, тянется и особой структуры или текстуры здесь нет. Накрываем его крышкой и оставляем отдыхать на 1 час при температуре 26 градусов по Цельсию или примерно 78-79 по Фаренгейту. В это время, пока тесто отдыхает, я подкормлю остатки своей закваски. Кормление закваски зависит от того, каким способом вы ее ведете. Я же веду свою закваску по методу без выбрасывания, поэтому я кормлю всю закваску в одной банке всегда. Сюда я на данный момент сейчас добавила 20 грамм муки и 20 грамм воды. Все это хорошенечко перемешиваем. Закваска любит, когда ее активно перемешивают. Она в этот момент обогащается воздухом, что полезно для дрожжей и для культур. И переложу свою закваску в чистую банку. В комментариях меня как-то спрашивали, как часто нужно мыть баночку из-под закваски. Баночку я меняю по мере необходимости, и вы тоже это можете делать по мере необходимости. Закваску перекладываю, надеваю снова резиночку, чтобы пометить уровень закваски, и накрываю неплотно крышкой. Я меняю баночки тогда, когда стенки загрязняются и мне становится не очень хорошо видно активность закваски, вот тогда время ее переложить. Накрываем закваску крышкой не очень плотно и отправляем в холодильник. Я никогда не дожидаюсь подъема, отправляю как есть. В это время тесто у меня уже постояло, час прошел и внешне оно никак не изменилось. Самое время добавить сахар и соль. Здесь по рецепту нам понадобится 50 грамм сахара и 12 грамм соли. Я всыпаю все одновременно. Воду здесь я не добавляю отдельно или молоко для растворения сахара и соли, потому что сахар, соединяясь с тестом, увлажняет тесто, и этой влаги будет достаточно, чтобы растворить соль. На этом этапе на вымешивание у меня уходит примерно минут 5. Как только кристаллы сахара и соли растворились, тесто готово. По мере вымешивания тесто сначала не хочет хорошо соединяться с сахаром и солью, оно будет расслаиваться, будет становиться влажным. Но продолжаем вымешивать, и оно собирается снова в комочек. Это еще не все ингредиенты, которые нам понадобятся. Нам также понадобится сливочное масло. Я уже отложила кусочек, здесь у меня 50 грамм. Сливочное масло должно быть очень-очень мягкое. После полного растворения сахара и соли самое время добавить это масло в тесто. Добавляю все сразу. Я его немного размазываю по поверхности теста и складывающими движениями втираю масло в тесто. Это занимает не так много времени. В принципе, если вам тяжело размешивать это тесто, перемешивать с маслом в чашке, можно выложить его на стол и вымесить на столе.
Буквально несколько минут, и тесто становится очень мягким, липковатым, но при этом оно не оставляет кусочки теста уже на руках. Закрываем его крышкой и оставляем снова отдыхать. Далее мы будем тесто растягивать и складывать всего 4 раза каждые 30 минут. На данный момент тесто у меня постояло 30 минут, оно внешне не сильно изменилось, немного расслабилось и немножко растеклось. Смачиваю руку водой и начинаю делать ему растягивание и складывание. Растягивание и складывание – этот процесс объясняет сам себя. Мы сначала кусочек теста тянем вверх, потом его складываем на поверхность теста и снова прокручиваем чашку и снова тянем концы теста вверх. Складываем, складываем и снова растягиваем и повторяем этот процесс до тех пор, пока тянется тесто по краям. Как только оно перестало тянуться, тесто собрало в комочек, я немножко подщипываю края и снова закрываю тесто крышкой и оставляю его отдыхать. Второе, третье растягивание я вам показывать не буду, они абсолютно одинаковые, покажу вам четвертое. Сейчас тесто уже немного изменилось, оно стало более пушистое, более мягкое. Податливая, она уже совершенно не прилипает к рукам, хорошо тянется. Делаем ему четвертое растягивание, складывание, снова подщипываем края. И я его снова накрою крышкой и оставлю отдохнуть на столе еще минут на 30, а пока я подготовлю начинку для булочки. Здесь у меня в чашке очень мягкое сливочное масло, по массе это 50 грамм. Сюда я добавила 2 чайные ложки корицы и 5 столовых ложек сахара. Всю эту массу нужно будет хорошенечко перемешать до образования пасты. Должна быть консистенция пасты. Масло нужно брать очень-очень мягкое, так паста образуется гораздо быстрее, хорошо она соединяется с остальными ингредиентами и ее будет легко выкладывать на тесто. В этот момент тесто у меня уже полежало, расслабилось и снова стало мягким. Подсыпаю немного муки на стол и выкладываю тесто на стол. Тесто даже визуально видно, насколько оно мягкое. Сверху слегка я его тоже присыпала мукой, буквально чуть-чуть. Мы не хотим забить тесто мукой, нам нужно буквально, чтобы оно не прилипало к столу. И раскатываем тесто в прямоугольник толщиной примерно 1 см. Прямоугольник должен получиться достаточно длинный. И по своей длине он примерно в 2 раза длиннее, чем форма, в которую я буду выкладывать плетенку. И теперь тонким слоем выкладываем подготовленную заранее пасту. Если пасту выкладывать ровным тонким слоем, то этого количества пасты как раз хватает, чтобы покрыть равномерно весь этот прямоугольник, и никаких остатков не остается. Ну а теперь подхватываем края теста сбоку и скручиваем тесто в мягкий рулет. Когда я говорю в мягкий рулет, я имею в виду, что мы скручиваем тесто без большого натяжения. Вот как он сам идет, так мы его и скручиваем. Натягивать тесто здесь не нужно. Но при этом слишком рыхло тоже делать не нужно, иначе будут пустоты внутри и образуются дырочки после выпечки. Ну и все, рулет скручен очень быстро, очень просто, и края я защипала по ходу рулета. Теперь я перевернула тесто так, чтобы шов оказался внизу, немножко выравниваю его по своей длине. И теперь буду разрезать, поскольку мы будем делать косичку, на 3 части. Будем плести обычную косичку, поэтому нам понадобится 3 кусочка теста. Для этого очень хорошо использовать большой острый нож с острым лезвием, так чтобы не было зазубрин, а именно острый тонкий нож. И начинаем плести обычную косичку. Ну, косичку все умеют плести, здесь главное не тянуть тесто слишком сильно. Оно не должно быть заплетено рыхло, но при этом и тоже без натяжения. Вот как тесто само ложится, так мы его и укладываем в косу. Скрепляем концы и подворачиваем теперь конец теста с одной стороны и конец теста с другой стороны, формируя вот такую булочку. Нижние концы теста должны снизу под основным тестом соединиться внизу, для того, чтобы булочка получилась равномерного размера. Перекладываем булку в заранее подготовленную форму. Для плетенки я обычно использую вот такую форму для кекса, она чуть-чуть короче, чем стандартная хлебная форма и при этом немножко шире. И форму я закрыла пергаментной бумагой, так нам будет проще вытащить плетенку после выпекания, так как она очень нежная. Все тесто я сейчас накрываю пленкой и оставляю его на расстойку при той же самой температуре.
Еще раз повторю температуру. Температура брожения оптимальна для этого теста 26 градусов по Цельсию или 78, примерно 79 по Фаренгейту. Моя плетенка растаивалась около 3 часов при этой температуре. Посмотрите, как она выглядит. Она очень хорошо поднялась. И на данный момент я решила ее немножко смазать сливками. Это опционально, хотите делать и хотите нет, но это придает дополнительный цвет и дополнительный блеск. И отправляем плетенку выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 185 градусов по Цельсию или 365 градусов по Фаренгейту. И выпекалась моя плетенка примерно 35-40 минут. В процессе выпекания я вам рекомендую немного поглядывать в духовку и смотреть, насколько румянится верх. Если он вдруг начнет румяниться гораздо раньше, то его можно накрыть фольгой и допечь уже под фольгой. Вот такая большая, красивая, румяная плетенка у меня получилась. Вы видите, как я использовала пергаментную бумагу для того, чтобы вынуть плетенку из формы, потому что она очень мягкая и немного даже влажная. А влажная она от сахара и от масла. Сразу после выпечки эта плетенка в горячем виде очень мягкая и очень нежная. Если начать ее вытаскивать сразу из формы, то она может потерять весь свой внешний вид. Поэтому я рекомендую дать ей немного остыть в форме, и только потом уже можно вытащить, потянув за пергаментную бумагу. Плетенка получается нежная, мягкая. Она у меня здесь уже полностью остыла, но видно, насколько нежные мягкие кусочки. Видны следы, прям завитки. Это корица с маслом. Плетенка пахнет булочкой, а это действительно и так сдобная булочка. И она очень нежная, мелкопористая, белая, молочная, ароматная. Ну и как обычно, если у вас остались какие-то вопросы, на все вопросы я отвечаю в комментариях.